Доброе время суток! Сегодня я начинаю мастер-класс по вязанию вот такой вот дорожной подушки. Схему я взяла из интернета, ссылку я оставлю в описании. Но при вязании мне немножко не понравилось, как заканчивается один из концов, поэтому сейчас я буду вязать с изменениями. Плюс я добавила несколько рядочков, потому что мне подушка показалась, если связать по схеме, будет немножко тоньше. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла пряжу граммовка 100 на 120 метров. Нам нужно будет приблизительно 2 мотка, крючок. Я вяжу обычно четверочкой. И наполнитель. Наполнитель в зависимости от того, как плотно вы будете набивать подушечку. Ну, у меня так достаточно плотно набита. Она уже после стирки. Я ее уже опробовала в поездку. Начинаем. Берем пряжу. И первый ряд это 70 воздушных петель. Просто набираем 70 петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вот так вот 70 петелечек. Вот такая вот длинная цепочка из 70 петелек у нас получилась. Теперь, начиная со второй, потому что в первой у нас не получится, мы делаем одну прибавку. Раз, два. Ставим маркер, что я могу сбиться. Теперь, начиная с третьей, в каждую петельку мы провязываем 67 столбиков без накида. Так, привязали 67 столбиков, и теперь в последнюю петельку мы провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Вязание перевернулось, и теперь обратно в каждую петельку до конца ряда мы привязываем 68 столбиков. Довязали второй ряд, 68 столбиков без накида. Итого у нас получилось 140 петель. Теперь начинаем вязать третий ряд. Первую петельку просто провязываем один столбик. Ставим маркер. Ну, либо без маркера. Я всегда ставлю маркер. Во вторую делаем прибавку. Раз, два. И теперь провязываем 67 столбиков без накида, почти в конец ряда. Провязали наши 67 столбиков. Теперь в 3 петли, которые мы делали во втором ряду, мы делаем в первую петельку, мы провязываем одну прибавку. Раз, два. Одну петельку просто провязываем один столбик. Раз. И в третью петельку мы делаем тоже прибавку, провязываем 2 столбика. И дальше до конца ряда, почти до конца ряда, 67 столбиков, и в последнюю петельку мы делаем прибавку. Провязали 3 ряда. Далее вяжем четвертый. Начинаем с прибавки. Раз, два. Ставим маркер, чтобы не сбиться. Далее провязываем один столбик. Просто. Далее у нас идет опять прибавка. Раз, два. И теперь провязываем
67 столбиков без изменений. Провязали 67 столбиков. Далее у нас идет одна прибавка. Раз, два, столбик без накида. Опять одна прибавка. Раз, два, столбик без накида и еще одна прибавка. Раз, два. И теперь вяжем обратно 67 столбиков без накида. Привязали 67 столбиков, остаются 2 петельки. В первую мы делаем прибавку. Раз, два. И во вторую просто столбик без накида. Раз. Начинаем вязать пятый ряд. Пятый ряд мы вяжем сначала 16 столбиков без накида. Привязываем первую, ставим маркер и далее 15 столбиков без накида. 16 столбиков. Теперь в одну петельку делаем прибавку из 3 столбиков. Раз, два, три. 3 столбика привязываем в одну петельку. Далее вяжем просто 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь опять же в одну петельку провязываем 3 столбика. Раз, два, три. Далее вяжем 10 петелек и в 11 провязываем 3 столбика в одну петлю. Повторяем данную комбинацию еще 3 раза. 10 столбиков и потом в одну петлю провязываем 3 столбика. Повторяем 3 раза. Так, провязали нашу комбинацию. Теперь вяжем просто 30 столбиков без накида. Разворачиваем наше вязание и опять же здесь делаем 3 столбика в одну петлю. Комбинация 10 столбиков. Опять в одну петлю 3 петельки. 10 столбиков, потом опять 3 петельки. Эту комбинацию повторяем 4 раза уже с обратной стороны. И в конце провязываем 14 столбиков без накида. И заканчиваем наш ряд. Так, объясняю еще раз, как мы провязали пятый ряд. Сначала мы провязали 16 столбиков без накида. Потом сделали в одну петельку 3 петельки, то есть прибавка из 3 столбиков. Далее вяжем 10 столбиков, прибавка из 3 столбиков. Опять 10 столбиков, прибавка из 3 столбиков. 10 столбиков, прибавка из 3 столбиков. 10 столбиков, прибавка из 3 столбиков. Провязываем 30 столбиков без накида и на обратной стороне симметрично делаем такой же узор. Сначала провязываем в одну столбик 3 столбика, далее 10 столбиков без накида, опять прибавка из 3 столбиков, 10 столбиков без накида, прибавка из 3 столбиков, 10 столбиков без накида, опять прибавка из 3 столбиков, 10 без накида, прибавка из 3 столбиков и довязываю до конца ряда 14 столбиков без накида. Наподобие
этого ряда мы будем вязать следующие ряды. То есть шестой ряд у нас сначала идет 17 столбиков без накида, прибавка из 3 столбиков, то есть в одну столбик провязываем 3 петли. Далее у нас идет 12 столбиков, прибавка из 3 столбиков. Это в одну петлю провязываем 3 столбика. И эту комбинацию повторяем 4 раза. Далее провязываем 32 столбика без накида. И на обратной стороне повторяем комбинацию. Сначала 3 столбика в одну петлю. Далее 12 столбиков. И в конце провязываем в одну петлю 3 столбика. И повторяем это 4 раза. И в конце довязываем 15 столбиков. Провязали 6 строчек. Если сложить, то уже можно увидеть очертания нашей будущей подушечки. Они просто идут симметрично, все эти наши прибавочки, с одной и со второй стороны. Далее вяжем 7-й ряд. В 7 ряду мы сначала провязываем 17 столбиков без накида. 18 столбиков без накида. Делаем опять прибавку из 3 столбиков в одну петлю. Далее у нас вяжем 14 столбиков без накида. И опять прибавка из 3 столбиков в одну петлю. Повторяем 4 раза данную комбинацию. Здесь в конце провязываем 34 столбика без накида. Делаем прибавку из 3 столбиков в одну петлю. Далее 14 столбиков без накида. Прибавка из 3 столбиков в одну петлю. Повторяем 4 раза. И в конце просто довязываем 16 столбиков без накида. Провязали 7 рядов. Вяжем 8 ряд. Сначала 9 столбиков без накида. Опять же в одну петлю 3 столбика, то есть прибавка из 3 столбиков. Далее вяжем 16 столбиков, прибавка из 3 столбиков в одну петлю. Повторяем 4 раза. Далее провязываем просто 36 столбиков без накида. Далее делаем прибавку из 3 столбиков в одну петлю. 16 столбиков без накида, прибавка из 3 столбиков в одну петлю. Повторяем 4 раза. И в конце довязываем 17 столбиков без накида. Начинаем вязать 9 ряд. Сначала провязываем 40 столбиков без накида, прибавка обычная. Затем 34 столбика без накида, прибавка. Повторяем 2 раза. Далее провязываем 4 столбика без накида, прибавка. Потом 34 столбика без накида, прибавка. Повторяем 4 раза. И в конце довязываем 4 столбика. Повторяем. Провязала 9 ряд. В 9 ряду сначала 40 столбиков без накида, прибавка. 34 столбика без накида, прибавка. 34 столбика без накида, прибавка. Затем провязываем 44 столбика без накида, прибавка. Повторяем 37 столбиков без накида, прибавка. 37 столбиков без накида, прибавка. И в конце привязываем 4 столбика. Вяжем 10 ряд. Начинаем с убавки. Начинаем вязать 10 ряд. Начинаем с убавки. Далее провязываем 4 столбика без накида. Далее делаем комбинацию. 17 столбиков без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Далее 4 столбика без накида, убавка. Опять 4 столбика без накида. Далее комбинация. Прибавка. 17 столбиков без накида. Повторяем 6 раз. И довязываем 4 столбика без накида. Вяжем 11 ряд. Начинаем 3
3 петли вместе провязываем, затем 3 столбика без накида, затем комбинация прибавка 18 столбиков без накида, повторяем 6 раз, 3 столбика без накида, потом 3 петли вместе провязываем, 3 столбика без накида, комбинация 18 столбиков прибавка, повторяем 6 раз и в конце провязываем 3 столбика. 12 ряд. В 12 ряду делаем сначала 3 петли вместе, потом 2 столбика без накида, комбинация 19 столбиков без накида, прибавка 6 раз, далее 2 столбика без накида, 3 петли вместе провязываем, 2 столбика без накида, комбинация прибавка 19 столбиков без накида, повторяем 6 раз, и в конце провязываем 2 столбика без накида. В конце ряда у нас остается одна петелька, и с нее начинаем вязать следующий ряд. 12. В 12 ряду мы начинаем с 3 петель вместе, далее 2 столбика без накида, комбинация 19 столбиков, прибавка, повторяем 6 раз, потом вяжем 2 столбика без накида, 3 петли вместе, потом 2 столбика без накида, комбинация прибавка 19 столбиков, повторяем 6 раз и в конце вяжем 2 петельки. В 12 ряду у нас осталась одна петля, с нее же начинаем 13 ряд. Провязываем 3 петли вместе, 1 столбик, затем комбинация 12 столбиков без накида, прибавка 6 раз, 1 столбик провязываем, потом 3 петли вместе и 1 столбик, далее комбинация, прибавка 12 столбиков без накида, повторяем 6 раз и в конце провязываем 1 столбик. На основе схемы, которую я взяла, на этом вязание заканчивается, и нашу подушку слаживаем аккуратненько и связываем. Но в своей этой подушке, чтобы она более большая была в диаметре, я провязала еще несколько рядочков. Поэтому я вяжу далее 14 ряд. В 13 ряде мы, опять же, не довязана, осталась одна петелька, с нее же начинаем 14 ряд. В 14 ряду сразу же делаем 3 петли вместе, затем комбинация прибавка, 12 столбиков без накида, 6 раз повторяем ее, потом 3 петли вместе и комбинация 21 столбик без накида, прибавка 6 раз. Так, вяжем последний ряд, наш 15-й. Начинаем его с недовязанной нашей петли 14 ряда. Сначала вяжем 3 петли вместе, далее 22 столбика без накида, прибавка, и здесь повторяем комбинацию 5 раз. Далее вяжем 21 столбик без накида, 3 петли вместе, 22 столбика без накида, прибавка, это комбинация 5 раз, и в конце провязываем 21 столбик без накида. Так, провязали мы 15 рядов, осталось связать наши части. Для этого мы слаживаем пополам, вот она, вот так вот приблизительно получается. Слаживаем и начинаем провязывать. Первые 3 столбика вместе делаем, а дальше слаживаем и соединительными столбиками провязываем. Берем за 2 петельки одного ряда, вторая второго ряда, вытягиваем петельку и провязываем ее. Далее следующие 2 петельки вместе вытягиваем и провязываем в петельку.
И вот так соединяем наши концы. Без никаких накидов. Петель просто соединительными вот такими петелечками провязываем. И у нас она вот получится вот такая вот ровненькая точечка. Так, 2 петельки вместе вытягиваем, провязываем. 2 петельки вместе вытягиваем, провязываем. 2 вместе. 2 вместе вытягиваем, провязываем. 2 вместе вытягиваем, провязываем. И дальше провязываем. 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 Вот. И как бы вяжем эту и начинаем набивать нашим синтепухом, потому что дальше у нас будет изгиб, и это будет сложнее сделать. То есть провязали немножко, поднабили синтепухом, набиваете как вам больше нравится, меньше либо больше, чтобы она была более мягкая, либо более твердая. Вот она ровненькая получится. И продолжаем дальше вязать и поднабивать. Связала более половины, поднабила. И вот такое уже колечко у нас получается. Смотрим, чтобы было равномерно набито. И продолжаем дальше. Так, в конце поднабили нашу игрушку уже до завершающего. И провязываем дальше. Наши петельки. Здесь уже сложнее. В конце 3 петли провязала вместе. Убираем. И здесь как бы можно вытаскивать нашу, обрезать нитку, вытаскивать нашу эту, затягивать и прятать. Наш кончик. Я обычно делаю это так.
Ближе опять провязываем, чтобы она не осталась. И как бы нитку можно уже либо обрезать, либо я еще раз ее протяну. Сделать немножко короче. И спрятать в нашем вязании ее. Вот. Вот так вот. Вот так вот у нас красивенько все получилось. Наша вторая подушечка. Первая у меня рыженькая такая. Вторая более кофейная. Вот. Спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу на них.